Приветствую вас на моем канале. Сегодня покажу вам свои отслойки, которые постоянно появляются у меня на правой руке. Если вам интересно, присоединяйтесь, а с вами я, Миронова Виктория. Я уже много раз вам показывала, как я делаю коррекцию на левой руке, но сегодня покажу немножко другое. Тоже буду делать коррекцию сама себе и расскажу вам о своей проблеме. Чаще всего у меня на правой руке появляются огромнейшие отслойки, особенно на указательном пальце. И что бы я ни делала, как бы я ни делала, все равно отслойки постоянно появляются. Из-за постоянной нехватки времени у меня на правой руке чаще всего просто нюдовые ногти, сделанные на быструю руку. Я думаю, что все мастера меня сейчас поймут, ведь на себя вечно нет времени. Как говорят, сапожник без сапог. Ну а чтобы сделать сегодня себе коррекцию, мне, конечно, нужно убрать старый материал и избавиться от отслоек. Ненавижу их спиливать, так как это достаточно трудно сделать, потому что материал в том месте, где есть отслойка, всегда нагревается быстрее. Поэтому нужно немного приостанавливаться, чтобы не было трения. Тогда материал немного остывает и можно опять приступать к работе. Когда снимаю себе материал, насадка, как всегда, движется по часовой стрелке, то есть на аппарате включен режим форвард. Скорость вращения 35 тысяч оборотов. Вот мне интересно, это только у меня такая проблема с правой рукой, что появляются отслойки, или же у других мастеров тоже есть такие недочеты. На левой все идеально, а вот на правой беда. Пишите в комментариях, делитесь своим опытом, есть ли у вас такие проблемы, или же у вас все идеально. Наконец-то мне удалось спилить эту большую отслойку, теперь мне нужно аккуратно сгладить переход от искусственного материала к натуральному ногтю. Чаще всего, когда отслаивается материал, свой натуральный ноготь выглядит так как бы не очень хорошо, ведь вместе с материалом и подрываются слои натурального ногтя. Поэтому ноготь выглядит немного красноватым. Знаю, что много сейчас подумали, как мастер маникюра вообще может допустить, чтобы у него были вот такие отслойки. Да, я вам скажу, что чаще всего, как отслойки только начинают появляться, я их сразу же убираю, либо корректирую, но не всегда на это есть время. Здесь тоже изначально было небольшое отслоение, но когда я сделала генеральную уборку дома, отслойка поползла все дальше и дальше, и вот появилось такое сокровище, которое приходится сейчас убирать. Сняв старый материал, отодвигаю пушером кутикулу. Как видите, на правой руке у меня очень сильно птеригий прилипает к ногтевой пластине, поэтому его достаточно сложно оторвать. Топориком пытаюсь вычистить птеригий, насколько это мне удается. Сегодня для того, чтобы прочистить все пазухи, я использую вот такую небольшую фрезу. Ее еще называют оливка. Она имеет тупой носик, что позволит мне минимизировать шансы, чтобы пораниться. Работаю, как всегда, сначала на форварде, затем переключаю свой аппарат на реверс и вычищаю птеригий с другой стороны. Скорость вращения насадки примерно 15-17 тысяч оборотов. Пилкой 100 грит сужаю свободный край, так как я сегодня хочу сделать себе форму арочный миндаль. Также этой же пилкой прохожусь по поверхности ногтевой пластины. Делаю это очень аккуратно, ведь ногтевая пластина уже тонкая, как видите, она немного красноватая, и тщательно прохожусь в зоне кутикулы и боковых валиков, ведь я очень не хочу опять получить отслойки. Вроде бы ногтевая пластина уже чистая, так что отодвигаю еще раз пушером кутикулу, чтобы она совсем не мешала, и наношу вспомогательные жидкости. Изначально это дегидратор, затем бескислотный праймер.
Сегодня в качестве подложки буду использовать обычный прозрачный гель. Выкладываю небольшое количество материала на палитру, это поможет мне контролировать набор геля на мою кисть. Ведь мне сейчас нужно очень мало, чтобы сделать подложку под камуфляж. Втирающими движениями наношу материал на ногтевую пластину. Я уже не один раз экспериментировала с ногтями на правой руке и наносила разные базы, как каучуковые, так и твердые. Также экспериментировала с толщиной материала. Каучуковые базы ложила плотным слоем, но все равно появлялись отслойки. Когда подложка подсохла, могу приступать к выкладке ногтевого ложа. Для этой цели буду использовать сегодня камуфлирующий материал от торговой марки Original. Номер 1. Это достаточно плотный материал, поэтому для выкладки использую апельсиновую палочку. Смачиваю ее в спирте и начинаю прижимать материал. Плотные акрилатики нужно очень хорошо прижимать к ногтевой пластине, чтобы не было отслоек. Это одно из главных правил работы с этим материалом. Возможно, это и есть причиной отслоек на правой руке, ведь мне не очень удобно работать левой рукой, и я не очень хорошо, может быть, прижимаю где-то материал. Чтобы сделать бортик более аккуратным и выгладить линию улыбки, я использую кисть. Перед этим я смачиваю ее в спирте и вытираю об салфетку, чтобы она была влажной, но не мокрой. Ведь излишки спирта могут тоже привести к тому, что твердый материал отойдет от натурального ногтя. Когда материал полностью заполимеризовался в лампе, вытираю липкий слой. Пилкой придаю четкости линии улыбки. Для того, чтобы линия улыбки была четкой и контрастной, я использую гель-лак от торговой марки Attica номер 81. Так что с помощью тонкой кисти подвожу линию улыбки. Подсушив гель-лак в лампе, приступаю к выкладке свободного края. Для этой цели использую акрилатик от торговой марки Original номер 55. Материал очень сильно пигментирован, поэтому выкладываю его в 2 слоя. Высушив первый слой, выкладываю второй. Материал выкладываю таким образом, чтобы у меня появилась нужная мне высота и появились нижние параллели, которых у меня не было до этого. За счет того, что материал достаточно плотен, мне это легко сделать. Вот так выглядит ноготь после того, как я выклала материал. Снимаю липкий слой и приступаю к опилу. Теперь приступаю к опилу поверхности. Изначально использую твердосплавную фрезу, чтобы придать ногтям форму. Затем пилкой подпиливаю торец. Пилку держу в левой руке, а двигаю правой. Мне так проще делать опил. Отпиливаю боковые стороны. Опиливаю поверхность, сглаживаю все неровности. Подпиливаю боковые параллели. Сейчас очень видно, какая получилась у нас толщина, поэтому мне нужно ее сейчас убрать. И для этой цели я использую тонкую керамическую фрезу с синим маркером. Конечно, это не очень легко сделать левой рукой. Тонкой пилочкой для натуральных ногтей еще раз подпиливаю параллели, а также сглаживаю форму. Кусачками для кожи срезаю кутикулу. Алмазным шариком шлифую кожу.
На переход между натуральным ногтем и твердым материалом наношу еще раз бескислотный праймер. Также праймер наношу на красный цвет, чтобы не было видно белых точек, которые остались после опила. Теперь уже осталось нанести топ без липкости. Вот такой результат у меня сегодня получился. Конечно, очень далеко от идеала, но мне захотелось попробовать такую форму и захотелось сделать именно красный выкладной френч, поэтому имею, что имею. Надеюсь, что в этот раз не будет отслоек. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой результат. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео.